Мистер Президент, какие ваши впечатления после финала чемпионата мира по футболу? Отличный вопрос. Я люблю, когда мне задают отличные вопросы. Вы, кстати, с какого телеканала? Телеканал CNN. Какой паршивый вопрос вы мне задали. Я не люблю паршивых вопросов. Задайте вопрос кто-то другой. Давайте вот вы, Fox News. Мистер Президент, какие ваши впечатления после финала чемпионата мира по футболу? Вот CNN. Поучитесь у Fox News, какие надо задавать вопросы. Отличный вопрос, приятель. Я люблю отвечать на отличные вопросы. Только повтори свой отличный вопрос, а то я уже забыл, о чем ты спрашивал. Я спрашивал, какие ваши впечатления после чемпионата мира по футболу? О, это был самый лучший чемпионат мира по футболу из всех чемпионатов мира по гольфу, которые я когда-либо видел. И все это стало возможным благодаря мне, Дональду Трампу, у которого до сих пор даже нет этой несчастной Нобелевской премии мира. Я ведь не только закончил 8 чемпионатов войн, я еще и закончил 1 чемпионат мира. Если бы я был президентом ФИФА, то закончил бы этот чемпионат за 24 часа. Я бы посадил капитанов всех враждующих команд за стол переговоров и заставил бы их подписать дружескую ничью в присутствии Стива Виткофа. Как говорится, подписали и разъехались. Но мой друг Джанни Инфантино, он был против такой инициативы. И ему удалось меня убедить, что за 1 день чемпионата не выйдет срубить столько бабла, сколько можно срубить за 39 дней. И вы знаете, я прикинул хер к носу и сразу же согласился войти в долю в этом выгодном мероприятии. Я вообще считаю, что Инфантино отличный бизнесмен. Ведь это именно он придумал Hydration Break. Это very beautiful. Я впервые такое вижу, чтобы люди просто стояли и пили воду, а кто-то на этом нехило так зарабатывал. Джанни, ты радари. В смысле красавчик. Как говорится, снимаю шляпу. Точнее кепку. Дайте мне кто-то мою красную кепку, я ее сниму. Мистер Президент, что вы можете сказать о команде победительницы этого финала? Что я могу сказать? Я могу лишь только поздравить эту прекрасную сборную Португалии, которая выиграла этот финал. Что? Сборная Испании? Ну да, я поздравляю сборную Испании, которая выиграла в финале у Португалии. Что? Опять не то сказал? А у кого Испания выиграла? У Аргентины? Так это в корне все меняет. Я поздравляю прекрасную сборную Аргентины, которая проиграла Испании. И, конечно же, хочу поздравить сборную Португалии с тем, что она не играла в финале этого чемпионата. Также я очень рад, что 2 самых великих игрока, Лионель Криштиану и Месси Рональду, наконец-то закончили свои выступления в сборных, и теперь они будут заслуженно отдыхать на Дембеле. Что? На Дембеле? Да мне без разницы, пусть где хотят, там себе и отдыхают. Мистер Трамп, во время чемпионата было сыграно 104 матча. Все ли эти матчи вы смотрели? Да, я посмотрел почти все матчи, кроме одного, где играли Саудовская Авария и Уругвай. Этот матч я, к сожалению, посмотреть не смог. Просто в тот день президент Зеленский скинул мне кучу классных видосов с прилетами по московскому НПЗ. И знаете, я просто залип. Это было very beautiful. Я весь вечер пересматривал эти видео, ведь наблюдать за дронами, которые бьют по Москве, гораздо интереснее, чем наблюдать за мужиками, которые бьют по мячу. Больше всего мне понравилось, как снесло крышку с резервуара. Это вообще отвал башки. Украинцы, вы красавчики. Как говорится, снимаю крышку. Дайте мне кто-то крышку, я ее сниму. И последний вопрос. Скажите, почему вы не ушли с пьедестала, а остались праздновать победу со сборной Испании? Вопрос задан некорректно. Это не я остался с ними, а они остались со мной праздновать свою победу. Ведь испанцы прекрасно понимают, благодаря кому они победили в этом финале. Только лишь благодаря мне, Дональду Трампу. Я как мог их поддерживал, лежа в своей сидя в своей вип-ложе. Это именно я громче всех кричал: «Кукурелья, не будь идиотом, отдай
отдай пас Месси, он уж точно забьет. И что приятно, Кукурелья меня все-таки услышал. Правда, это было уже в тот момент, когда я ему вешал на шею медаль. Я сказал ему: Кукурелья, не будь идиотом, отдай медаль Месси, он-то ее уж точно заслужил. Так, во всяком случае, говорил мне Инфантино. Кстати, я этому Кукурелье так медаль на шею и не надел. У него просто такая шевелюра, что я так и не понял, это он ко мне лицом стоял или спиной. Я имел в виду, сборная Испании никак не намекала вам, чтобы вы ушли с пьедестала. Почему никак? Еще как намекала. В какой-то момент они меня уже всей командой куда-то посылали. Но так как посылали они меня на испанском, я не понимал, куда мне идти. В любом случае, это был самый прибыльный чемпионат в истории футбола. И я уже подумываю о том, чтобы сделать Инфантино генсеком ООН. Там и стран побольше, и бюджеты другие. Это будет very beautiful. Thank you very much.